Всем привет! Сегодня приготовим праздничные пирожные с необычным составом. Если вам интересно, смотрите дальше. Для бисквита на весах ставим чашу, отмеряем инвертный сироп, добавляем сахар, яйцо, лимонную цедру. Все перебиваем блендером. Отмеряем разрыхлитель. Добавляем муку, разрыхлитель. Растапливаем сливочное масло. Перемешиваем до однородности и добавляем в общую емкость. Все перебиваем блендером, но также можно просто объединить миксером. Нам тут не надо ничего долго взбивать, только объединить до однородности. Тесто распределяю в форме 18-20 см в диаметре. Выпекаем 140 градусов до сухой палочки или до золотистой корочки. Но в любом случае готовность проверяем сухой палочкой. Извлекаем из формы, снимаем фольгу. Вот такой красивый ароматный бисквит получается. Если мы не будем сразу использовать бисквит, заворачиваем пищевую пленку и ставим в холодильник. Далее мы будем готовить корпус для пирожного. Для этого я буду использовать вот такие формочки, как можно сказать. В таких пластиковых упаковках продается, к примеру, колбаса. Но вы можете выбрать любые другие пластиковые контейнеры нужного размера. Можно посмотреть, даже у йогурта есть разные похожие формы. Все, что подходит по нашему дизайну, по размеру, можно использовать. Растапливаем, темперируем шоколад. Я темперирую шоколад способом добавления галет. Растапливаю темный шоколад до примерно 45-55 градусов. Добавляю 25% шоколада в галетах, перемешиваю, чтобы эти галеты растопились. И еще под миской можно класть что-то из морозилки. У меня тут под рукой был бисквит, но очень хорошо подходят замороженные ягоды. Тогда миска очень быстро остужается, шоколад остужается, и очень хорошо темперируется шоколад. Наливаем шоколад в форму, распределяем, переворачиваем, чтобы вытекало лишнее. И ставим в вот такие формочки в холодильник, чтобы шоколад быстрее застыл. Также из этих формочек можно сделать крышечки. Отрезаем дно, на эту часть наливаем шоколад, и у нас получатся крышечки. Когда шоколад застыл, аккуратно надрезаем пластик и извлекаем шоколадный корпус. Все очень хорошо достается. Вот такая заготовка получается. Мне вот нравится, что она такая неровная. Далее подготовим апельсиновый компоте. Делаем апельсиновое филе. Чтобы сделать апельсиновое филе, и нам не занимало это очень много времени, очень хорошо брать большие апельсины и подержать в холодильнике. Когда апельсины холодные, они очень хорошо разрезаются, отсоединяется вот эта пленочка. Разрезаю апельсин пополам, и вот видите, очень удобно отсоединяется апельсиновое филе от этой пленочки. Если крупные апельсины и они постояли в холоде, все происходит быстро, удобно и без проблем.
ковшик ставим апельсиновую цедру, можно добавить и лимонную, мандариновую, на ваш вкус. Добавляем сок или воду. У меня был мандариновый сок, и я буду использовать вот из магазина вот этот мандариновый сок. Отмеряем пектин и сахар, перемешиваем. И когда мандариновый сок достиг примерно 40 градусов, вводим пектин с сахаром, перемешиваем и доводим до кипения и прокипятим примерно минутку. Пропускаем через сито, чтобы избавиться от цедры. Потом к этой смеси я добавляю ксантовую камедь. Если у вас ее нету, тогда в идеале еще к пектину можно добавить 1 грамм агар-агар. Перебила блендером мандариновую смесь и ксантовую камедь. И потом сюда добавляю апельсиновое филе, нарезанное кубиками. И потом в идеале еще апельсиновую смесь немного подогреть, чтобы апельсин там не оставался свежий, а прокипяченный. Буквально там минутку прокипятить всю эту смесь и перекладываем в плоскую тарелку, чтобы наша масса быстрее остыла. В ковшике ставим воду, сахар, будем варить сироп. Сахар с водой варим до 121 градуса. Когда он достиг нужной температуры, отдельно взбиваем желтки и вводим наш сироп. Потом продолжаем взбивать желтки с сиропом до светлой массы. Желтки становятся светлые, пышные, воздушные. Заранее замачиваем желатин в холодной воде, растапливаем, перемешиваем, чтобы все крупинки растворились. И взбивая желтки, добавляем растопленный желатин. И опять взбиваем пару минут, не просто до объединения, но так, чтобы масса немного еще взбилась. Далее мы будем использовать шампанское, игристое вино. Тут выбирайте на свой вкус, так как основа вкуса будет конкретно от игристого. Поэтому не берите по цене, а берите такой, который вы любите по вкусу. И взбивая желтковую смесь, вводим игристое и продолжаем взбивать. Взбиваем еще парочку минут, чтобы масса хоть немного стала воздушней, хоть в целом она будет жидкая. Отдельно взбиваем сливки до таких мягких, но устойчивых пиков. Когда мы добавляем сливки, она должна уже остудиться до 30 градусов. Если она будет теплее, то сливки сразу осядет, когда мы вводим. Вводим сливки, перемешиваем венчиком, потом лопаткой до однородности. Перемешиваем аккуратно, чтобы сливки дали воздушность этой смеси. И вот такой жидковатый, очень ароматный мусс получается. Берем подготовленные шоколадные корпусы. Мне нравятся конкретно вот эти контейнеры от колбаски, потому что они получаются неровные, такие оригинальные, из-за того, что они такие помятые. Берем бисквит, выдавливаем нужного размера с помощью формочки, вот такой нежный, ароматный, но он довольно такой плотный. Он как кексовый такой бисквит. Как всегда, срезаю корочку. Апельсиновый компоте уже остудился при комнатной температуре. Он еще как бы жидковатый, но в холодильнике он станет более густой. В формочке наливаем мусс, ставим бисквит, придавливаем, чтобы он опустился на дно. Сверху кладу апельсиновую начинку. Начинку не жалеем, она нереально вкусная, ароматная, праздничный вкус.
апельсина, мандарина. Сверху наливаю окончательный слой мусса. В идеале оставить, чтобы мусс не был наполнен до самых краев этой формочки, так как мы еще пирожное будем украшать. Ставим пирожное в холодильник. Так как у меня остался мусс, я наполнила его вот в такую силиконовую форму с таким же самым составом и поставила эту форму в морозилку. Далее нам надо сделать апельсиновую икру. Из свежих апельсинов и мандаринов я выжала сок. Пропускаем через сито. Отмеряем агар. Немного добавляю персиковый краситель, чтобы было более похоже на икру. Сок ставим на плиту. Доводим примерно до 40 градусов и вводим агар. Доводим до кипения, примерно можем прокипятить 30 секунд. Переливаю в другую емкость, чтобы было удобнее шприцем доставать. Шприц тоже берем в идеале, конечно, такой, который довольно эластично жмется. У меня он такой жесткий, трудно как бы выдавливать, чтобы капли шли вот такие мелкие. Заранее, примерно час 30 минут заранее в морозилку ставим стакан с обычным растительным маслом. Нам надо, чтобы растительное масло было очень холодное. И потом туда с вот этим шприцем выдавливаем капли. Так как агар стабилизируется при 40 примерно градусов, он, конечно, в растительном масле, который пролежал в морозилке, сразу эти капли стабилизируются и выходит вот такая как бы икра. Переливаю икру через сито, чтобы растительное масло стекло. Можно даже на салфетке немного просушить. Берем наши консервы, которые наполненные, мусс уже стабилизировался, и окрашиваю пищевым золотом. Тут, конечно, можно и красить серебром, можно вообще не красить, просто пройтись какао-порошком, будет такая как ржавая консервная банка. Добавляем нашу икру и подготавливаем крышечки для консервов. Тоже берем темперированный шоколад, наносим вот на пластиковый кусочек, можем согнуть в нужное положение, чтобы застыла, чтобы она не была такая прямая, и поставить в холодильник, в морозилку. Конечно, в морозилке она сразу схватится, и можем готовить следующую крышечку. Далее из морозилки достала муссовое пирожное и покрываю велюром. Чтобы такие маленькие пирожные велюром, в то же время, чтобы покрылся такой тонкий, мелкий слой, красивый, с мелкой крошкой, равномерно, я всегда пирожное вот так держу в руках на подложке и на каждое пирожное отдельно наношу велюр. С краскопультом, конечно, такие маленькие пирожные покрывать сложновато. Другое дело с аэрографом. Так как у краскопульта давление, пирожное может улететь. Поэтому важно делать с расстоянием, держать краскопульт далеко от пирожного. У меня пирожное почти улетело. Второй вариант: пирожное можно поставить вот так на палочку, втыкнуть палочку и покрывать велюром. Мы вращаем палочку и равномерно со всех сторон, снизу, сверху, по бокам распределяем велюр. Очень удобно
покрывается тонким слоем во все мелкие отверстия. Потом прокручиваем палочку, ставим на подложку пирожное. И вот такие праздничные пирожные у нас получаются. Оригинальные. Добавила еще вафельную картинку, распечатала этикетку. Пирожное получается вот такое классное. Вот даже разрез у него такой праздничный, ароматный. Немного совет про слой каждого составляющего. Я бисквит положила вот такой толстый. Он более 1 сантиметра высотой. Мой совет: бисквит делать тонким слоем. Во-первых, чтобы больше поместился мусс. И во-вторых, чтобы было удобнее есть пирожные. Самое вкусное в этом пирожном — это мусс из шампанского. Он настолько нежный, необычный такой аромат. Я вот сколько ела муссовые пирожные, мне кажется, это был самый-самый вкусный. Конечно, мусс из шампанского — это на любителя, это не для детей. И прям вот идеально подходит апельсиновая начинка. Апельсин и шампанское — вот прям вот то, что надо. Бисквит я бы в следующий раз клала, еще бы разрезала пополам, чтобы бисквит был максимум пол сантиметра, даже там может быть тонкий-тонкий. Сама форма консерва — это уже на ваше усмотрение, как ее приготовить. У меня есть уже парочка вариантов с видео на канале, как я готовлю пирожные консервы. Разные формы, разные молды с помощью смеси из желатина и сахарного сиропа, и с помощью смеси глицерина и желатина. Это вы выбираете, которая смесь вам более подходит, с которой вы умеете лучше работать. Я спешила и готовила вот эти муссовые пирожные и не хотела ждать, пока мусс стабилизируется, поэтому я в мусс клала вначале бисквит и только потом апельсиновую начинку. Это неправильно. Всегда бисквит должен оставаться у пирожного снизу. Это значит, мы бисквит кладем всегда последний. Пирожное получается очень необычное, оригинальное. Приготовить его несложно. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!